Короче говоря, поиграл в футбол. Друзья, перед началом ролика давайте все поставим колокольчик, поставим лайк и подпишемся на канал. Вам не сложно, нам приятно. Йоу, ребята, давненько мы не играли на вулкане. И сейчас я вам хочу показать, как я здесь поднимаюсь. Вначале берем 1000 рублей. На сайт приходит 2000, потому что депозит удваивается. И давай сейчас будем играть. Сейчас. Я сделал ставочку на 900 рублей и поставил 9 линий. Ну что, попробуем. Нормально, уже косарик выиграл. Конечно, можно продолжить, но давайте попробуем продолжить и все-таки заберем. Но я рискну. Ага, давайте нажмем сюда. Четверочку, 2000 уже поднял. Все, ребят, я уже буду сейчас выводить деньги, потому что в любой момент ты можешь проиграть. Ссылочку на вулкан оставлю в описании, заходим и играем. А сейчас будем смотреть ролик. Погнали! Мне снился классный сон про то, как я играю в футбол за Манчестер Юнайтед. Это был лучший сон в моей жизни, но счастье длилось недолго. Меня разбудил будильник, который стоит у меня со школьных времен. Ух, как ты рано встал. Чем же заняться? Пойду что ли телевизор посмотрю? Там шли спортивные новости. Буквально вчера был продан игрок футбольного клуба Манчестер Юнайтед за 100 миллионов евро, с зарплатой 200 тысяч стерлингов в неделю. Почему так дорого? Буду футболистом. Только для начала надо выучить правила. А, тут все просто. Красный наш, зеленый общий. Ой, не то. Чтобы снова не ошибиться, позову друга. У него Роналдо на авке стоит, значит он шарит. Он прибежал быстро, так как он спортсмен. Я понял два основных правила. Мяч нужно закатить во вражеские ворота и не трогать его руками. Для полного закрепления ранее изученного материала, друг посоветовал поиграть в фифу. Я играл час, 2, 5. Фух, думаю, они меня точно возьмут в команду. Не зря я же 20 раз подряд выиграл Барселону. Все, с теорией окончено. Уже и потемнело. Завтра займусь практикой. Утро выдалось добрым, ведь меня предвещал трансфер в футбольную команду. Я пошел на футбольный стадион. Как говорил мой друг, перед тренировкой надо хорошо размяться. Можно начинать. Мы начали делиться. Я сказал, что я буду капитаном. Саня сказал, что он тоже хочет быть капитаном. Мы решили спор как настоящие мужики. Началась игра, и я пошел в нападение. Так у меня самый большой опыт игры. Ну, ребята так думали. Самого толстого поставили на ворота. Я понимал, что от меня зависит судьба команды. Самооценка поднялась. Был выход 1 на 1 с вратарем. Я не забил. Понял, что меня будет чмырить вся команда. Сказал, что там была кочка. Меня подкосили. Я настоял на пенальти. Все сказали, что я сам упал. Я начал злиться. Со мной отказались спорить. Даник сказал, что он будет без пенальти. Я сказал, кто заслужил, тот и бьет. Да и за вечер я Барселоне 20 голов с пенальти забил. Я ударил. Мяч залетел в ворота. Ко мне подходит тренер, хвалит меня и говорит, что с моими способностями можно играть на профессиональном уровне и получать зарплату в 200 тысяч фунтов стерлингов в месяц. Я еще сильнее обрадовался. Я подписал контракты. Деньги лились рекой. Но тут я очнулся. Оказалось, что тогда я попал мячом в штангу, который отлетел мне прямо в лицо. Мои мечты обрушились как карточный домик. Короче говоря, поиграл в футбол. Друзья, всем спасибо большое за просмотр, не забываем подписываться на наш канал, писать комментарии, ну и давайте посмотрим последний видосик, потому что он очень годненький, а просмотров не очень много. Короче говоря, футбол без правил. Я выходил с подъезда со своим любимым мячом и бил его об стену дома, пока не выйдет Макс. Но Макс всегда выходил долго, мне приходилось играть самому, представляя, что я играю в коробке с соперниками. Макс вышел, и мы сразу направились к коробке. Подходя, мы заметили, что кто-то на ней играет. И мы сразу подбежали к тем пацанам и начали быковать, что это наша коробка, и именно мы на ней можем играть. Пацаны тоже начали быковать. Но я тут не сдержался и сказал: завтра в 18:00 игра такими же составами. Кто проиграет, тот больше здесь никогда не появится. И ты реально уйдешь с коробки? Если проиграю, уйду. Когда мы разошлись, Макс сразу начал скандалить, мол, с каких пор мы должны им коробку отдавать, ведь только мы всегда на ней играем. А что нам запрещает их выиграть и дальше играть на ней? Далее мы с Максом пошли тренироваться. Тренировались дома, во дворе, на стадионе, где мы только не тренировались, чтобы победить. Потренировавшись, мы очень устали и решили отдохнуть. Как вдруг Максу пришло сообщение: отменяйте игру, за них играет профессиональный футболист. Макс сразу поменялся в лице и сказал: да голима эта тема с ними в футбол играть, да мы их сделаем. Макс киданул мяч и пошел домой. Да и пошел ты, без тебя их выиграю. Новый день, до матча осталось полчаса. Макс, выходи, да понимаешь, я без тебя не выиграю их. Макс молчал, и мне ничего не оставалось, как идти одному. Придя в коробку, соперники уже были готовы. Ну и где твой друг? Я сам буду играть. Судья подбросил монетку. Соперники должны уже были разводить, как подбежал Макс и сказал: вот сейчас начинаем. Мы начали играть. Нам сразу забили гол. Мы не расстроились и продолжили игру. Развели одного, другого. У нас сразу перехватили мяч и забили нам второй гол. Судья сказал, что осталось играть 5 минут. Мы с Максом собрались со всеми силами и забили ответный гол. Соперники развели. Также и развели нас и ударили в штангу. Мяч появился у меня в ногах.
ногах. Я обвел одного, дал пас Максу. Макс навесил мне на голову, и я забил гол. Мы начали радоваться. Судья свистит и говорит: 2-2. Играем на золотой гол. Если бы Женя 1 на 1 с Яриком играл, он бы выиграл. Не, он бы проиграл. Я ща вам нос дам. Отдохнув 5 минут, матч начался. Соперники развели, и случайно мяч попал мне в руку. Судья поставил штрафной. Соперники ударили по мячу. Макс ловил мяч и кинул его наперед, прям мне в ноги. Я бежал с мячом в пустые ворота. Вздохнул и сказал: игра окончена. Ничья. Все посмотрели на меня, и я ушел с коробки. Короче говоря, футбол без правил. Всем спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравился этот ролик, и вы расскажете о нем друзьям. И да, ребята, еще со всеми подписчиками общаюсь в Инстаграме и добавляю друзья ВКонтакте. Ссылочки в описании ролика. Пока-пока. Короче говоря, дворовой футбол. Этот день отличался от других. Я, как обычно, играл в FIFA, как в дверь кто-то постучался. Странно, мама с работы должна прийти только через часа 3. Я сказал, что дома никого нету. Но тут сказали: Женя, открывай, это Макс. Я спросил пароль. Дудик дискотечный, открывай. Я открыл дверь. Макс сказал, чтобы я быстро собирался и выходил играть в футбол. Ага, и снова будем вдвоем невидимым мячом играть. Но Макс ответил, что только что он видел на стадионе нашу городскую команду черные беляшики. Жди минутку. Я быстро побежал в комнату и начал собираться. Выкинул полшкафа одежды и нашел свою любимую форму. Выйдя из подъезда, мы сразу отправились к Егору. Первым делом мы позвонили ему в домофон и сказали, чтобы он выходил. Егор сказал, что он не выйдет. Мы сказали, что его поставим на падение. Он сказал, через 5 минут будет. Егор вышел на улицу, и мы сразу пошли на стадион. На стадионе уже играли черные беляшики. Я предложил им сыграть против нашей команды. Они сказали, что они играют только до 3 и на расстрел. Мы согласились, так как я пообещал команде, что мы выиграем. Пацаны сказали, каким мячом мы будем играть. Я сказал, что нашим, так как когда мы проиграем, можно сказать: наш мяч, наши правила. Далее мы начали спорить на чифифо, чей мяч, а чьи ворота. И как всегда я проиграл. Так как Егор самый толстый в команде, мы поставили его на ворота. В общем, матч начался. Черные беляшки развели мяч, ну и нас заодно развели и забили гол. Я сразу начал вас спаривать и говорить, что он с пыра бил. А вы в начале игры нам это не сказали, так что будем играть с пыром. Мы проигрывали 1-0. Мы развели. Мяч появился у меня в ногах. Я развел одного, развел второго, как у меня перехватили мяч. Я упал и сказал, что меня подкосили. Но тут нам снова забили гол. Егор, ты чё? Ну мне мама вообще позвонила. Но я долго не думая тоже достал телефон. Алло, мам. Что? Сейчас домой? Эх, ладно. Ладно, парни, наш мяч, наши правила. Пока-пока. Эй, ты чё? В итоге нас поставили на расстрел. Короче говоря, дворовой футбол. Всем спасибо большое за просмотр, надеюсь, вам понравился этот ролик, и вы подпишитесь на канал, поставьте ваш царский лайк и напишите комментарий. Пока-пока. Короче говоря, поиграл в FIFA. Друзья, давайте все подпишемся на канал, потому что мы хотим за март набрать 100 тысяч подписчиков. Просто подпишись на канал и поставь лайк. После того, как Манчестер вылетел из Лиги Чемпионов, у меня не было вообще никакого настроения. Мне ничего не хотелось, кроме того, как слушать пошлой моли в наушниках, пить вино в бокальчике и делать фоточки в Инстаграм. Эх, а почему я не играю в Манчестере? Ведь я тоже неплохо играю в футбол. Стоп, а что если... Точно! Я сразу побежал в комнату и начал качать фифу. Качая фифу и сразу создал персонажа, похожего на меня, и отправил его играть за Манчестер Юнайтед. Ща я покажу Севилье, кто в Англии король. Я размял пальцы, глаза, шею, бутылку. Все, пора начинать матч. Мы развели, мне дали пас, я побежал, обвел одного, другого, третьего. Все, нужно забивать. Я забил. Я начал радоваться, сильно радоваться. Брат тоже начал радоваться. Спасибо, брат, что радуешься за меня. Вообще-то я радуюсь, что ты с компьютера вылез. Я посмеялся с брата и сказал, что он неудачник, и то, что комп я ему не отдам. Брат поменялся в лице. Моя команда тоже поменялась в лице. И я тоже поменялся в лице и понял, что мяч забил в свои ворота. Брат сразу начал звонить всем моим друзьям и рассказывать, что я забил мяч в свои ворота. Все, теперь у меня нету друзей. Ладно, у меня есть еще время, чтобы все исправить. Но тут мне снова залетел мяч в ворота. Ладно, пора потеть. Налил на себя воды, чтобы соперники испугались. Черт, они же этого не видят. Как вдруг мне прилетает третий мяч. Ясно, читеры! Я быстро закрыл нов, чтобы брат не заметил, как я сыграл. Лучше пойду в футбик с друзьями поиграю. Там им покажу, на что я способен. Блин, у меня уже нет друзей. Точно, позвоню-ка я Насте. Думаю, она согласится со мной поиграть в футбол. Настя, приветик, выходи на улицу. Привет. Куда на этот раз пойдем? В кафешку или в ресторан? Ну вообще-то на улицу в футбол играть. Ой, извини, я домашку не сделала.
Так, нам же домашку не задавали. Ой, у меня что-то резко живот заболел. Пока-пока. Ладно, придется самому играть в футбол. Я оделся, взял мяч и пошел на улицу. Я, как обычно, играл в футбол со штангой. Как вдруг ко мне подошел какой-то мелкий и предложил мне поиграть с ним в футбол. Я засмеялся и сказал, что он слишком мал, чтобы играть с таким профессионалом, как я. Но он отобрал у меня мяч и сразу начал меня разводить. И тут я понял, что мне так и не стать фифером и футболистом. Короче говоря, поиграл в FIFA. Йоу, друзья, всем спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Вы поставите ему пальцы вверх и подпишитесь на этот канал.